Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы возле, неподалеку точнее, от замка Карстага. И время у нас, как раз 8 часов вечера. Часик отдохнем и послушаем, что скажет Герцен. У меня есть еще одно задание для тебя, гончая. На севере есть замок изо льда. Его осаждают изнутри восставшие слуги. Мне нужен хозяин этого замка. И я не хочу, чтобы его отвлекали такие пустяки. Отправляйся туда, убей восставших и положи конец этой осаде. Ну вот, в общем-то и оно. Мы от замка, конечно, отошли. Но я думаю, что мы быстренько вернемся. Надо бы какую-нибудь ведьму найти. Или какого-нибудь берсерка. Чтобы регенерация заработала. Но что-то их здесь нету, да? Здесь с ведьмами туго. Ну, кстати, вот в той пещере, из которой мы вышли, как раз таки ведьмы были. Но там они стоят слишком кучно. Давайте поищем. Должно быть что-то. Вон какая-то пещера, кстати, может быть там. А, вот берсерк. Давайте его завалим. Отлично. Регенерация включилась, а значит мы смело можем направляться прямиком в замок. Дверь открыта, как я и говорил. Заходим. Здесь нас встречает мирный реклинг. Ты здесь. Хозяин сказал мне, что кто-то придет. Ты должен помочь. Криш пытается захватить замок. Он нашел мерзких грахлов, которые помогают ему. Ага, то есть будут не только реклинги, но и грахлы. Ты должен убить их всех. Мой хозяин будет доволен. Твой хозяин будет доволен. Теперь иди через банкетный зал в пещеры. Они ждут там. Иди, или хозяин будет недоволен. Понятно. Так, ну здесь мы залутать, к сожалению, ничего не сможем. Это если только мне прийти отдельно сюда. Что-то здесь как-то, мне кажется... Ну, стенка есть, но почему-то нет текстуры. Покой Карстага нам не надо, нам надо в банкетный зал. А банкетный зал, он вот тут. Тут реклинги. О, мы можем, смотрите, запрыгнуть прямо на люстру. Ха. Но нам это ничего не даст, надо все-таки с ними сразиться. Ну, здесь отличная тактика, можно вот таким вот образом со стола. Смотрите, они дохнут с одного удара. Все-таки не настолько слаб наш оборотень. Но это всего лишь реклинги, они слабенькие сами по себе. Так, вот здесь проход вниз. Опять-таки залутать мы ничего не можем. Я не могу просто пройти мимо спокойно. Давайте-ка сохранимся на всякий случай. А здесь уже посерьезнее враги. В виде грахлов. Места маловато для маневра, к сожалению. Поэтому придется почаще сохраняться, видимо. Вот он. Еще один. Смотрите, не слабо они так пробиваются. Если на месте не стоять. Так, тут что-то как-то проход вниз. Нам туда вроде не надо. А куда нам надо? А вот. Ой-ой-ой, подставился. Лапы довольно длинные у нашего волчонка. Хотя визуально у грахла-то длиннее. Смертоносный грахл. Так. Это скорее всего тупик. Ой-ой-ой, подставился опять. Придется как-то, наверное, отстаиваться, регенерировать.
Или нет, не тупик. Угу. Не зажали бы тут с двух сторон меня. Сохранимся на всякий случай. Ой-ой-ой-ой. Пробил по мне. После каждого будем сохраняться, а то вдруг мне пробьют, и я сдохну. Вот как сейчас, например. Это вроде бы длинные лапы, да, но как-то вот не могу приноровиться. Ну, что-то здесь до хрена их. Больше, чем надо. Да что ж такое-то? Постоять, что ли? Немножко. Но слишком медленно восстанавливается. У меня 249 очков жизни. А он сохраняет, восстанавливает по 1 секунду. Так, нужно стоять полдня. Как интересно, смотрите, какая текстура странная. Но это опять какой-то косяк. Ой, здесь вот тоже. Так. Это мы пришли вот сюда, вот то, что я видел внизу, да? Соответственно, нам надо какой-то другой проход свернуть. Куда я шел? Я шел сюда. Значит, надо пойти вот сюда. О, реклинг. Этот посильнее. И побыстрее. Дневник дополнен. Это Криш, тот самый, который, собственно... ну это выход, все. Это второй альтернативный выход, который мы видели раньше, который был завален. Так, значит, Криша мы убили, и нужно доложить... Не сюда. Нужно доложить тому первому реклингу, который стоял на входе. Блин, как я заблудился. Кажется, я заблудился. Но, видимо, сюда все-таки надо идти. Да, совершенно верно. Да, вот сюда, здесь выход. Через банкетный зал мы выходим обратно. Что это? Даже не знаю, гостиная какая-то. Ты остановил Криша, это хорошо. Грахлов больше нет. Криша больше нет. Противные Грахлы, противный Криш. Хозяин будет доволен, когда вернется домой. Твой хозяин будет доволен, что ты помог Далку. Хорошо, хорошо. Теперь уходи. У Далка много дел, которые нужно закончить до возвращения хозяина. Уходи. Так, ну я, конечно же, никуда не уйду. Я тут перекантуюсь до утра. Просто ради того, чтобы полутать все вот это добро. Тем более, что и податься-то нам особо некуда. Надеюсь, он не нападет на меня, когда увидит. Но даже если и нападет, да и хрен бы с ним. Надеваем обратно наше барахло. Снова сопротивление. Все время забываю про него. Довольно быстро мы зачистили эту локацию. Я, честно говоря, думал, что будет все хуже. Как минимум дольше. Так. Что еще? Кольца наши. Блин, я уже путаюсь в этом всем барахле. У меня целая куча его. И амулет некроманта. Сохраняемся. Ну и начинаем лутаться.
И замок уровня 60. Кстати, впервые за долгое время мне попался камень душ в этих сундуках. Так. И еще важную вещь нам нужно сделать, это заглянуть на крышу. Вы же понимаете, о чем я, да? Как же без этого? Так, на удаленную цель отравления на 10 футов. Ну, давайте возьмем. Не знаю, зачем я их собираю. Покой Карстага. Здесь вроде бы врагов нет, но есть лут. Все-таки поэкономим ману. Ну, ничего такого. Трупики. Свет на удаленную цель. Копье егеря. Если бы я собирал коллекцию, то, конечно, я бы его взял. Но трупики, на удивление, не пустые. То есть они даже лучше, чем сундуки вот эти, которые я вскрываю по 50 пунктов. Тут хотя бы какое-то подобие кольцо антипатии, кстати, которое в начале игры очень помогает. Вот, вскрываешь сундуки, там 50, 60, 80 пунктов замки и ни черта нет. А здесь обычные трупы и, видите, вот, хотя бы зелье эксклюзивное. Камни дружбы. Но, видимо, я слишком много прошу. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Так, здесь у него бриллиант. Еще какое-то тело. Восстановление здоровья. Еще бриллиант. Зачем он их собирал, тащил в свое логово? Ну, кстати. Колечко возьмем. Серебряная булава мне не нужна. Так, ну это уже лишнее. Ну что, занырнем? Шлем ранений двемерский, но нам уже бесполезен. Амулет теней, вызов ходячего трупа, но, к сожалению, обычного, не крупного. Поэтому брать я его не буду. Ну и в обеденный зал заглянем тоже, там лутанемся. Там куча ящиков была. Ну, посуду, конечно, мы собирать не будем. Кстати, тела зачем-то свалены тут в углу. Заберем. Неплохие кольца, смотрите, стали попадаться. Все на удаленную цель и на площадь урон. Блин, но у меня уже перевес. Может быть, не стоит брать эту булаву. Она, конечно, стоит 12 тысяч, но когда я их продавал? Вес-то 30. А вот эти, кстати, кинжалы по 10 веса, а стоимость всего 1000. Че я их собираю, спрашивается. И вот эти вот тоже. Давайте я лучше выложу 10 кинжалов. Труп этот никуда не денется. Можно выложить в другой. Потому что реально булава.
Ну, эти тоже можно продавать кинжалы. Они по 1000, это удобно, как разменная монета. Такая. Для уравнивания цены. Может быть, я как-нибудь за ними вернусь. Может быть, нет. Так, и вот эти вот ящики тоже лутанем. Камни душ, конечно, меня интересует. Спросите, наверное, что я ничего не беру, если сюда пришел. Но меня интересуют камни душ, ингредиенты какие-нибудь редкие. Шкура волка, к сожалению, не снежного, поэтому брать не буду. Снова обычная шкура. Хорошо было бы, если бы где-то были залежи именно шкур снежных волков или медведей. А мед вот этот, он бесполезен. Ну, для меня. Ни черта интересного. Это все тяжелое и бесполезное. Да, это ингредиенты, но не то. Не то, что я хотел. Короче, зря. Зря приперся. Сундучки осмотрел. Наверху здесь вроде бы ничего нет. И на крышу наш путь лежит. Конечно же. Вот еще, кстати, трупики. Вот колечко уменьшит запас сил, но нам такое не надо. А вот можно взять, смотрите, стеклянный меч. Но восстановление запаса сил нам не надо. Сохранимся. Так, тут нас поджидают враги, конечно же. Тратить на них время я не хочу, поэтому мы применяем левитацию. И залетаем по-быстрому на крышу. Сама по себе крыша пустая. Но нас интересует вот этот вот вход, башня. Там внутри охрана, поэтому призываем алчущего. И заходим. Так, и призываем Дримору. Надеюсь, они Рьеклинга ушатают. Дримора удачный получился. С доэдрическим мечом. Все. Этого убираем. Просто Рьеклинг. И вот здесь вот заныкано, смотрите. Доэдрический правый наплечник. По-моему, только один, да, он здесь. Левого тут нет. Сохраняемся, посмотрим, сколько время. 9 часов. Мало, конечно, времени прошло. Очень мало. Блин, так просто еще отсюда не вылезешь. Оп. Я даже не разбился. Ну, применяем невидимость. Сохраняемся. Дримора там остался. Или уже пропал. Посмотрим, что здесь еще есть интересного. Куда можно зайти. Тут есть еще квест с чуваком, который не может уснуть. Он где-то здесь должен быть, на побережье. Надо пробежаться вдоль берега, посмотреть. Если я правильно помню. Но, видимо, не здесь. Давайте поищем его. И чем-то надо заняться, потому что просто проматывать время это как-то тупо.
тут, в принципе, уже ходили. Но чувака этого я не видел. Возможно, я не там смотрю. Я помню, что он где-то на берегу стоял. А, вон он, точно. Прямо на скале. Давайте с ним пообщаемся. Но имя я не помню, тут по-английски написано. Приветствую, чужеземец. Здесь не часто бывают туристы. Постоянный холод и хоркеры отпугивают такую публику. То есть именно хоркеры, да, не наездники вот эти, не рьеклинги, а именно хоркеры. Что касается меня, я пришел сюда просто поглядеть на море. Понимаешь, я когда-то был капитаном корабля, но это было до этой ночи в море. Несколько месяцев назад я перевозил поселенцев из Скайрима на Солсхейм. Я был уставшим, очень уставшим. Я заснул за штурвалом. Корабль попал в шторм, и когда я проснулся, было уже поздно. Я не смог восстановить контроль над судном, оно перевернулось. Спастись удалось только двоим, мне и старику, вся семья которого погибла при этом кораблекрушении. Я рассказал старику о моей ужасной ошибке, и он использовал свою силу пророка и чародея, чтобы наказать меня. Понимаешь, я был проклят вечным бодрствованием. В качестве наказания за мою небрежность пророк наложил на меня ужасное проклятие. Я изможден, но я не могу спать. Что я только не пробовал. Зелье, магия, ничего не помогает. Я не спал уже 6 месяцев. Если тебе посчастливится наткнуться на этого пророка, может быть, ты смог бы убедить его снять это проклятие. Его зовут Гейлир Бормочущий, и он живет в своем жилище где-то здесь, на Солсхейме. Сделай это для меня, и я поделюсь с тобой самым ценным секретом, что я узнал за то время, пока был капитаном корабля. А мы, кстати, видели эту... Да, да. Мы видели эту хижину, или как это сказать, пещеру скорее. Вот она. То есть возле обломков корабля, получается, на юго-восток. Давайте направимся сюда. Конечно же, под невидимостью. Вот там вот, в той стороне. Да, потому что вот эти ребята не дадут нам спокойно тут гулять, а каждый раз призывать всю нашу братву неохота. По-моему, когда мы там были в прошлый раз, там никого не было в этой пещере. Вот она. А вот он, Гейлир. Приветствую тебя, авантюрист. Мне кажется, у нас с тобой все еще есть незавершенные дела. Или это тот, который просил череп? Да, который череп, по-моему, просил. Так, но мы с ним должны поговорить про вечное бодрствование. Я не думал, что тебе когда-либо захочется облегчить страдания Тормора Серая Волна. Но ты оказал мне огромную услугу, вернув Отфрид Белые Губы. В знак своей признательности я снимаю проклятие Тормура. Гейлир делает несколько странных пасов руками и бормочет что-то неразборчивое. Все, проклятие Тормура было снято. Теперь он может вернуться ко сну, которого я лишил его много месяцев тому назад. Всего 6. Я надеюсь, он найдет покой, он будет спать, но даже я не могу прекратить кошмары, вызванные чувством вины. Так, ну и нам нужно к нему вернуться, видимо. Опять же, под невидимостью. Еще, кстати, интересно, не пора ли нам наведаться за нашим сталгримовым шлемом, который мы заказали. Мне кажется, 2 дня уже прошло. Сейчас, наверное, так и сделаем. Ты сделал это.
Ты поговорил с Гейлиром и заставил его снять свое проклятие. Я знаю это, потому что я еле стою на ногах. Я готов заснуть на ходу, друг мой. Ты слышишь меня? Заснуть. Мне нужно прилечь. Ты оказал мне огромную услугу, я хотел бы отблагодарить тебя, но не сейчас. Сначала я должен поспать. Встретимся в моей комнате в медовом зале Тирск, и я воздам тебе должное, после того, как немного отдохну. Хорошо, про Тирск я знаю. Нет ничего столь прекрасного или непрощающего. Тебя не смущает, что я так вот исчезаю у тебя на глазах? Ну, может, его уже ничего не смущает, может, он думает, что это вообще был глюк какой-то. А мы бежим к... Забыл, как их зовут. К ребятам, короче, которые делают сталгримовые вещи. Здесь нужно немножко пробежаться. Все же. Кстати, там вполне возможно отспаунились снежные волки возле корабля. А может и нет. Сейчас мы это узнаем. Вот один точно есть. И, блин, наездники гребаные. Наездники мне не нравятся. Как бы так сагрить только волка без наездников. Ну вот тут есть один волк. Одного мы точно можем сагрить. Вызываем алчущего и вызываем Дримору. Ну и было бы неплохо его прихватить. Дримора застрял. Вот же, блин. О, смотрите, с клейморой, да? Что это у него? Дайкатана. Отлично. Шкурка есть. Из этой шкурки нам тоже будут делать доспехи. Так, и как бы нам сагрить волка? Только волка, без наездников. Так, ну тут, конечно, лишние товарищи, но ничего. Это всяко лучше, чем наездники. С дубиной появился Дримора. Так, нам надо накинуть тут на всех заключение. Ну и в невидимость скрыться. Реклинг меня беспокоит, что он забегал. Ой, они Дримору ушатали. Надо же. Ну, что-то какая-то суета. Совершенно нездоровая. Так, один есть. Второй есть. Ну, блин. Опять пропустил момент. Еще и алчущего ушатали. Ты посмотри, какой-то щетина спин прямо лютый. Забираем шкуры. Все, наконец-то. Убираем алчущего, накидываем обратно невидимость и бежим. Хотя Дримора, блин, сейчас тут всех нагрит. А время 12. Ждать вообще не вариант. Придется аккуратненько бежать. Ну, завалит его и завалит, и хрен с ним. Чё нам-то? Он же на себя сагрит, а не на меня. Тут вот целая тройка наездников. Интересно, что они будут делать? Сагрятся они на Дримору? Кто-то другой сагрился. Дримора, кстати, беспонтовый, видите, с булавой двумерской.
Переагриться на меня они не должны вроде. Они почему-то в рукопашную полезли на него. Странно. Ладно. Бежим дальше. А вот это, кажется, место, где происходит излечение от ликантропии. Правильно же? Да, алтарь Тронда. Ох, скорее бы. Тут наших друзей опять обложили всякие наездники, медведи и прочая нечисть. Так, вроде бы вот у него мы заказывали, да? Вот, шлем ледяной брони. Он еще и зачарованный? Нет, к счастью, не зачарованный. Средняя броня. Давайте посмотрим, какая емкость у него. — 17. Вроде бы это обычная цифра. Ты пришел за Сталгримовым оружием, друг? Доспехами, друг. Да, я уже все получил. Больше Сталгрима у меня пока нет. Давайте наведаемся в Тирск. Может быть, наш дружок уже там. Опять погода испортилась. Так, ну а здесь какая-то херня произошла, да? Серебряные стрелы. Так, ну и какой-то чувак выжил. Мы здесь раньше не были, поэтому не видели, что здесь было. Как-то я вот не удосужился зайти. Но здесь, кстати, и задание было вот с этим Эрихом недостойным. Вот я опять заснула за кружкой меда. Помечтай, приятель. Что скажешь? Он пришел в медовый зал и убил. Убил всех, кого смог. Это было так неожиданно. Мой клан мужественно сражался, но силы были неравные. Я осыпала этого зверя стрелами, и наконец мне удалось отогнать его. Но он вернется. Все произошло так быстро. Мы стояли вот здесь, наслаждаясь нашим медом и теплом очага, и вдруг он напал. Никогда не видела столь яростного создания. Мне даже показалось, что этот монстр был удурфруктом. Но это не может быть. Удурфрукт — это безжалостный монстр, питающийся человеческой плотью. Согласно легенде, он был заперт в своем логове многие века. Вход в логово, да, находится на берегу озера Фьялдинг, но он закрыт льдом. Как же он смог выбраться? И почему сейчас? Подожди, этот странный огонь на озере, ты, должно быть, видел его. Я не знаю, какая магия вызывает это адское пламя, но оно, должно быть, растопило лед. И если это так, Удурфрукт теперь опять может ходить по земле. Авантюрист, этот зверь должен быть остановлен. Тебе хорошо известно, что такое бой. Я вижу это по твоим глазам. Ха. У тебя достаточно сил, чтобы убить этого зверя. Ну, это вопрос, да? У тебя достанет ли мужество на это? Скьолдер Волчий Бег был последним вождем Тирска. Он вступил во владение этим залом, когда убил Гриса Желтого и поместил его череп на пьедестал. А теперь Скьолдер мертв, и у Тирска нет вождя. Если ты сможешь убить Удурфрукта и взять часть его тела в качестве боевого трофея, возможно, ты будешь признан достойным править Тирском. Ну, конечно, давайте попробуем. Твои слова вселяют в меня надежду, что мои павшие товарищи будут отомщены. Удурфрукт устроил себе логово в ледяных пещерах, находящихся под Тирском. Вход в них находится на берегах озера Фьялдинг. Это к западу отсюда. Я уверен, что ты найдешь эту тварь там, зализывающим свои раны. Если тебе удастся убить Удурфрукта, обязательно возьми часть его тела в качестве трофея. Принеси этот трофей мне, и я назову тебя вождем Тирска. Ну, логичный шаг был бы замочить ее и просто стать вождем Тирска, как бы по факту. Но мы так делать не будем.
Давайте посмотрим. Я слушаю, продолжай. Как-то здесь все странно выглядит. То есть там битва была, а ты тут стоял, да? Вот он, наш друг. О, привет, привет, друг мой. Благодаря тебе я опять могу поспать. О, мне тоже захотелось зевнуть. У меня, говорит, было время отдохнуть, и теперь я готов вручить тебе твое вознаграждение. Так как я был капитаном, я знаю много тайных мест, одно из которых древний курган Гилендхул. Он находится на небольшом острове у северо-восточного побережья Солсхейма. Северо-восточного. А мы там не были случайно? Этот курган наполнен сокровищами, я хочу, чтобы ты забрал их все. Вот, возьми этот ключ, дверь туда крепко заперта. Давай я отмечу его на твоей карте. А теперь я должен вернуться ко сну. Так, ну, видимо, не были, потому что гору сокровищ я бы запомнил. Да, это то самое место, где мы оставляли наших наемников. Перед визитом в могилы Скаалара. Так, здесь никого. Здесь никого. Давайте посмотрим трупики. Сапоги волчьего бега с постоянным эффектом. Атлетика и скорость. Забираем. Так, ну это воровством считается, поэтому так нельзя делать. А трупики можно лутать. И комнатка Эриха Недостойного. А там вроде бы деваха какая-то томится у него, да? Если я ничего не путаю. Стрелы тут серебряные, но простые, не зачарованные. Давайте поднимемся еще раз, посмотрим, что там в комнате у него. Так, вот это запертая. Да, здесь у него так деваха. Пожалуйста, чужестранец, помоги мне. Меня держат в плену этот отвратительный Нордлинг Эрих. Я пришла в этот медовый зал, чтобы проповедовать путь 9 божеств. И вот чем мне отплатили. Я пришла в Тирск, чтобы проповедовать заповеди культа. Так, ну понятно. Что он ее захватил. Дневник дополнен. Подожди. В смысле сопровождать? Серьезно? Аж до форта? Не-не-не, это мы как-нибудь другой раз. Это что-то как-то бежать с ней до форта. Такое себе. Я думаю, что... Кстати, мы не всех осмотрели. Мы, конечно, проводим ее, но я думаю, что по воде. Еще до воды дойти же надо, блин. Она будет ввязываться в каждую драку. Так, это не... ну здесь опять баг. Слушайте, вот такой баг был у меня... Или это не то? Подождите, может быть, это и не то. Давайте-ка посмотрим. Так, ну это квестовая локация. Тут мы были. Давайте водное дыхание применим. Там на меня кто-то согрелся, да хрен с ними. Это пещеры Фьялдинга, это не то. Получается, пещера вот та, но входа в нее нет. Соответственно, задание с Удерфруктом у нас подвиснет. Как уже было в прохождении за прохвоста, если помните. У нас тоже возникал этот баг, я тогда списал его на full rest, но, видимо, нет. Видимо, он встречается и в других сборках. Но я никаких модов уже не ставил, таких вот глобальных. И это странно. Я помню, что я тогда пытался решить эту проблему. И ничего у меня не вышло, по сути. Ну, то есть, такие танцы с бубном там были, что сейчас я не готов прибегать к ним снова, чтобы проникнуть к этому Удерфрукту. С Тирском, конечно, прикольные задания. Но, блин, такой баг. И получается, что я зря собираю шкуры этих
медведей и волков, потому что... Ну-ка, давайте проверим. Чувак этот стоит? Стоит. Все-таки доспехи он может делать. Отлично. Доспехи и медведя и волка. Он нам дал список. Значит, шкуры я собираю не зря, но вот с Тирском у нас облом. С Тирском облом здесь все так и останется, как сейчас. Время у нас 3 часа. Ничего мы особенного больше не успеем. И на этом, наверное, будем прощаться с вами. На сегодня это все. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кстати, на канал. Потому как по-прежнему нет 10 тысяч у меня подписчиков. А мне бы хотелось. И вообще не прирастают подписчики. Понятно, что я не делаю никакой рекламы, ничего. Вот я подозреваю, знаете, что вот эта голова, она не просто голова. Это целая модель волка. И вон там за стеной торчит только голова. Так же, как и с медведем. Я примерно догадываюсь, как это сделано. Вот, ну все, на этом. До свидания. Всем пока.